Для внутренних слоев светильника я взяла белую бумагу формата А4 плотностью 160 грамм на метр квадратный. У меня это бумага для черчения, но вы можете взять другую, но плотность у нее не должна быть больше. В описании под видео вы найдете ссылку на скачивание шаблонов внутренних слоев светильника в формате PDF. Скачайте и откройте документ, выберите нужную страницу. Во вкладке «Меню» выберите «Печать». В настройке выберите реальный размер, ориентация книжная. В зависимости от модели вашего принтера вид настроек может отличаться. Шаблон я разбила на две части, так как реальный размер не помещается на формат А4. Просто на меньшей части оставьте припуск для склеивания шириной примерно 1 см. И затем склейте части. Все детали можно вырезать с помощью макетного ножа или же маленьких, например, маникюрных ножниц. В итоге из бумаги нужно вырезать 7 деталей. Хочу сразу обратить ваше внимание, что не на всех деталях я вырезала все отверстия, но об этом немножко позднее. Теперь займемся основой. Я взяла переплетный картон толщиной 1,5 мм, но можно взять и потоньше. Но используйте картон, который держит форму. Один из внутренних слоев обвожу по контуру и добавляю по 4-5 мм по каждой стороне. Ластиком я стерла внутренние линии, чтобы они не мешали. Используя одну из заготовок, я провожу контур еще одной звезды. В итоге у меня должна получиться рамка шириной примерно 2 см. По внешней стороне измеряю размер грани звезды. У меня получилось 9 см. И из остатков картона вырезаю 10 прямоугольников размером 9 на 6 см. Приклеивать грани я буду с помощью термоклея. А с помощью прямоугольника контролирую, чтобы грани располагались вертикально. Прежде чем приклеивать следующую грань, проверьте ее размер. При необходимости подрежьте. Для надежности конструкции стыки с тупыми углами дополнительно проклейте полосками малярного скотча. Под него намажьте клей. Таким же образом собираем оставшиеся части. Когда конструкция собрана, нужно зафиксировать и острые углы. Для этого я их просто смазываю термоклеем.
Теперь нужно вырезать заднюю стенку рамочки. Для этого готовую рамку я укладываю на лист переплетного картона и обвожу ее карандашом. Ставлю отметки, где верхушки будут совпадать, и провожу внутри линии на расстоянии 3 мм от намеченных. И вырезать я должна звезду меньшего размера. Теперь я приступаю к покраске и декорированию рамочки. Сначала ее нужно загрунтовать. Для этого я использую белый акриловый грунт. Покрываю и внешнюю поверхность, и внутреннюю. После высыхания грунта на рамочку наношу рисунок с помощью текстурной пасты и трафаретов. Если на стыках видны швы, их можно аккуратно замазать текстурной пастой. После высыхания пасты покрываю рамочку перламутровой акриловой эмалью. Покрываю все грани, торцы и переднюю часть. После высыхания краски слегка затонирую поверхность с помощью сухой кисти и акриловой краски серебро. Рамочка готова. А теперь мы соберем внутренние слои.
На заднюю крышку я наклею самый последний слой. Это сплошная звездочка. С обратной стороны при необходимости бумагу подрежьте. Обратите внимание, и это очень важно, на задней стеночке у меня сделано отверстие. Оно для того, чтобы в дальнейшем я через него могла пропустить световую гирлянду. А для создания расстояния между слоями я буду использовать кусочки оконного утеплителя. Он из поролона и его толщина примерно 10 мм. Нарезаю кусочки примерно по 5 см, и их я буду наклеивать на каждый слой. Поролон нужно наклеивать с лицевой стороны слоя. Точно таким образом приклеиваем полоски из поролона на остальные слои. Исключение – это самый верхний слой, на него мы клеить ничего не будем. После того, как приклеены все полоски, я проверяю каждый слой. При этом у каждой звездочки я подрезаю кончики примерно на 2-3 мм. Для подсветки я буду использовать светодиодную гирлянду длиной 2 метра. То важное отверстие на задней стеночке, о котором я говорила, мне его размер оказался маловат, поэтому я его увеличила. А вообще его размер зависит от конструкции вашей гирлянды. Как это будет выглядеть в итоге, смотрите на фото. Коробочка самой гирлянды с выключателями, с батарейками будет располагаться с внешней стороны крышки, а все гирлянды с лампочками будут заводиться вовнутрь. Лампочки гирлянды завожу в отверстие, а с обратной стороны на вспененный клеевой скотч закрепляю коробочку гирлянды. А теперь я распределяю гирлянду по задней стенке и закрепляю ее скотчем. Конечно, малярный скотч – это временное и ненадежное соединение, поэтому лучше использовать еще дополнительно клей. А еще можно точечно использовать термоклей, но я решила этого не делать, потому что, возможно, гирлянду я заменю. В процессе работы у меня возник вопрос, как сделать так, чтобы свет лучше проникал в передние слои. И тогда я решила сделать дополнительное отверстие в слоях. На шаблонах для скачивания эти отверстия уже есть, поэтому вы должны были их вырезать сразу.
Вот так должны выглядеть и располагаться все слои. А теперь нужно сделать фиксаторы для задней крышки. Для этого я скручиваю кусочек проволочки. Длина в готовом виде скобочки должна быть примерно 3 сантиметра. Фиксаторы я приклеиваю в каждый уголок звездочки с помощью термоклея. И, наконец, я окончательно собираю светильник.